Эта история началась в тихом пригороде, где в 2019 году дом семьи Картрайт был наполнен звуками счастья и предвкушения. Эмилия, женщина с мягким голосом и удивительно проницательными глазами, и ее муж Джеймс уже воспитывали 6-летнюю Софи. Но когда на свет появился Адам, казалось, пазл их жизни окончательно сложился. Адам был идеальным младенцем. Крепкий, с пухлыми щечками и ясным взглядом, он стал центром вселенной для всей семьи. Первые 3 месяца пролетели как одно мгновение, наполненное запахом детской присыпки и тихими колыбельными. Никто и представить не мог, что вскоре их уютный мир превратится в поле битвы за жизнь и здоровье самого младшего члена семьи. Все началось с крошечного пятнышка на щеке. Оно было почти незаметным, розоватым, похожим на легкое раздражение от слюны. Но материнское сердце Эмилии екнуло. Это не было страхом, скорее коротким уколом тревоги, который она поначалу списала на обычную усталость. «Это просто экзема», — уверенно сказал педиатр на первом приеме. «У многих младенцев она бывает. Вот, используйте этот стероидный крем. Совсем небольшая доза, пара дней, и все пройдет». Эмилия послушно мазала щечку сына. И действительно, магия современной медицины сработала мгновенно. На следующее утро кожа Адама снова стала чистой. Семья вздохнула с облегчением. Но облегчение было недолгим. Через неделю пятно вернулось, приведя с собой друзей. Теперь сыпь покрыла обе щеки, шею и сгибы локтей. Эмилия снова пошла к врачу. Ответ был тем же. Нужно увеличить дозировку. Экзема бывает капризной. К 5 месяцам жизнь Адама превратилась в сплошную полосу страданий. То, что начиналось как сухая кожа, переросло в нечто пугающее. Сыпь распространилась по всему телу, приобретая ярко-алый, почти багровый оттенок. Кожа малыша выглядела так, будто его ошпарили кипятком. Она трескалась, мокла, а затем покрывалась корками, которые Адам в кровь расчесывал своими крошечными ручками, даже в специальных рукавичках. Самым страшным было изменение в поведении ребенка. Жизнерадостный мальчик исчез. Вместо него был измученный, вялый комок боли. Адам перестал улыбаться. Он почти не спал, постоянно плакал, тихим надрывным плачем, от которого у Эмилии разрывалось сердце. Затем начали выпадать волосы. На подушке в кроватке она каждое утро находила светлые пушистые пряди. «Нам нужно в больницу, Джеймс», — сказала Эмилия однажды ночью, когда температура Адама подскочила до опасной отметки. Госпитализация принесла лишь временную передышку. Врачи в белых халатах, сменяя друг друга, смотрели на Адама и разводили руками. Это тяжелая форма атопического дерматита. Продолжайте стероиды. В инъекциях, в кремах, в повязках. Это единственный путь. За те месяцы Эмилия и Джеймс посетили более 35 специалистов. Дерматологи, аллергологи, иммунологи — все они, как заведенные, твердили одно и то же. Никто не слушал мать, которая пыталась сказать: ему становится хуже именно после лекарств. Посмотрите, его кожа буквально горит. Болезнь Адама ударила по семье и с другой стороны. Люди жестоки в своем неведении. Когда Эмилия выходила с коляской на прогулку, прохожие оборачивались. Кто-то сочувственно вздыхал, но большинство смотрели с осуждением или страхом, будто Адам был заразен. Однажды в супермаркете женщина демонстративно оттащила своего ребенка подальше, прошипев: «Как можно довести младенца до такого состояния? Наверное, дома полная антисанитария». Эти слова стали последней каплей.
Семья Картрайт закрылась от мира. Софи перестала приглашать друзей, потому что ее маленький брат постоянно плакал, а мама была слишком истощена, чтобы принимать гостей. Дом превратился в лазарет. Каждую ночь Эмилия совершала один и тот же ритуал, который она называла «часом спасения». Она набирала ванну с чуть теплой водой и часами держала в ней Адама. Только в воде он немного успокаивался. Затем она заворачивала его в бесконечные метры стерильной марли, чтобы он не мог повредить кожу во сне. Она сидела у его кроватки, держа его за руку, и молилась. Молилась не о чуде, а о понимании. Что же она делает не так? Однажды ночью, когда Адам, наконец, забылся тяжелым сном, Эмилия села за компьютер. Она начала искать не лечение экземы, а последствия стероидов. И то, что она обнаружила, заставило ее волосы зашевелиться на голове. Она наткнулась на термин «синдром красной кожи» или «синдром отмены топических стероидов» (TSW). Описания пациентов в точности совпадали с тем, что происходило с ее сыном. Истончение кожи, потеря терморегуляции, лимфатический отек, выпадение волос и невыносимый зуд, который не снимается антигистаминными. Оказалось, что кожа Адама стала зависимой от гормонов. Крем, который должен был лечить, просто подавлял симптомы, загоняя болезнь вглубь и атрофируя естественные защитные функции организма. Чем больше его мазали, тем сильнее была ломка сосудов. «Джеймс, мы его убиваем этим лечением», — сказала она мужу утром. Ее голос был тверд, как никогда. Но врачи говорят, врачи ошибаются. 35 человек ошибаются, потому что они смотрят в протокол, а не на нашего сына. Я больше не прикоснусь к этим тюбикам. Это было самое трудное решение в ее жизни. Отказ от стероидов означал период страшного обострения, когда организм будет очищаться от накопленной химии. Эмилия поняла, если медицина бессильна, она должна стать врачом сама. Она начала изучать натуропатию, свойства масел и минералов. Ей нужно было что-то, что не просто замажет проблему, а поможет коже восстановиться с нуля. Ее кухня превратилась в химическую лабораторию. Весы, стеклянные колбы, сотни баночек с маслами. Она искала идеальную пропорцию. После десятков неудачных попыток она остановилась на сочетании, которое казалось ей правильным. Цинк для подсушивания мокнущих ран и антисептического эффекта, и лемонграсс — природный антибиотик и успокаивающее средство. Она создала густой, ароматный бальзам. Первый раз нанося его на измученную спину Адама, она дрожала. «Прости меня, малыш, если это не сработает», — шептала она. Первые дни были кошмаром. Организм Адама бунтовал против отмены гормонов. Он краснел еще сильнее, кожа шелушилась пластами. Но Эмилия не сдавалась. Она фиксировала изменения каждые несколько часов в специальном дневнике. Фотографировала, записывала температуру, отмечала периоды сна. Через 2 недели она заметила первое крошечное изменение. На сгибе локтя, там, где всегда была мокнущая рана, появился островок здоровой, розовой, нормальной кожи. Восстановление заняло 10 месяцев. 10 месяцев титанического труда, терпения и веры. Эмилия наносила свой бальзам десятки раз в день. Она сменила питание семьи, убрала все возможные аллергены, следила за чистотой воздуха. Медленно, шаг за шагом, Адам начал возвращаться к ним. Сначала у него перестал чесаться живот. Затем очистились ножки. Самым последним сдалось лицо.
И когда однажды утром Адам проснулся и не потянулся чесать щеки, а вместо этого посмотрел на маму и четко произнес «Мама?», Эмилия разрыдалась. Это были слезы победы. Кожа восстановилась полностью. Волосы отросли густыми и блестящими. К 10 месяцам самостоятельного лечения Адам превратился в того самого здорового ребенка, каким он был в первые дни жизни. Только теперь в его глазах была какая-то особенная мудрость, словно он знал, через что им пришлось пройти вместе. Сегодня Адам — активный, жизнерадостный мальчик. Он обожает бегать по лужам, играть с Софи и совершенно не боится врачей, хотя в их доме теперь крайне редко появляются аптечные препараты. Эмилия часто вспоминает тот период как страшный сон, который, однако, многому ее научил. Она не стала открыто воевать с медициной, но ее история разошлась по социальным сетям, давая надежду тысячам других матерей, столкнувшихся с подобной бедой. Эта история Танея не просто о лечебном бальзаме из цинка или лемонграсса. Она о том, что интуиция матери — это не суеверие, а тончайший инструмент, настроенный на чистоту ребенка. В мире, где цифры и протоколы часто заслоняют живого человека, любовь остается самой мощной целительной силой. Эмилия смотрит на своего сына, который сейчас гоняется за бабочкой в саду, и знает, чудо не произошло само собой. Она выковала это чудо своими руками, бессонными ночами и непоколебимой верой в то, что ее сердце знает правду лучше, чем 35 дипломированных специалистов.